Привет! Сегодня у нас на обзоре вот эта новинка, но есть еще одна новинка, которую мы рассмотрим также от бренда JLab. Гарнитуры беспроводные, и обе имеют похожие характеристики, но сегодня в нашем случае это гарнитура, у которой силиконовый крючок и имеет влагозащиту. Давайте будем знакомиться, а про эту вы узнаете в ближайшее время, поэтому не забудьте подписаться, следите за обновлениями и за выпусками и разными новостями в телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Если сравнивать с гарнитурами от бренда Motorola в плане упаковки, то посмотрите, какая разница. Она гораздо меньше. Почему? Немножко сэкономили, скажем так, на упаковке, но есть еще одно отличие, которое не требует большого объема упаковки. Кстати, обзор на эту гарнитуру Motorola Motobat 105 можно посмотреть вот здесь в подсказках. Так вот, о компактности упаковки все просто. В этой модели есть встроенный прямо в кейс, в котором же и хранится вот эта гарнитура, встроен прямо в кейс кабель для зарядки. Оригинально? Практично, правда? Давайте посмотрим комплектацию, ведь там еще есть и сменные насадки. Упаковка, как вы видите, яркая. Модель Go Air Sport направлена на спорт. Здесь есть указание, что также встроен эквалайзер, а также официальная гарантия 2 года. Упаковка запломбирована. Здесь необходимо разрезать. Виднеется инструкция. Содержимое можно извлечь в виде вот такого вот пенала. Ого! Реально большой кейс, ребята. Честно говоря, мои впечатления были немножко поменьше, он должен быть. И я не ожидал, что он будет большим. Но сейчас, логически подумав, если здесь изображены в виде крючков, то неудивительно, что этот кейс такой большой. Посмотрите. С этой стороны как раз и виднеется этот кабель. Он не извлекается. То есть пришли, поставили вот так вот с кейсом. Он не извлекается, не засовывается. Жесткость его хорошая. И, как вы видите, здесь такой универсальный. Можно подключить любой стороной. Это здорово. Крепко держится. Это самое главное. Потому что вот когда такие какие-то встроенные аксессуары добавляют, то не хочется, чтобы он вот как-то вот так вот дергался. Видно, здесь это все продумали, потому что сужается там часть эта, и когда мы вставляем, то все здоровски смотрится, никак не мешает. На кейсе видим, что есть еще один плюс. Для спортсменов это тоже немаловажно. Имеются отверстия для шнурка. Можно подвесить либо на руку, либо на шею. Это у нас задняя часть. Видно, что вот место крепления крышки, а передняя часть кейса, здесь имеется отверстие, в котором будет видно индикатор, дальше я покажу его, и место, где поддеть для того, чтобы открыть крышку. Но прежде чем мы это сделаем, посмотрим еще, что идет в комплекте. Я вижу, что здесь есть небольшой кармашек, а также инструкция. А еще подсказка, что модель доступна не только вот в таком вот цвете, а еще и в 2 других. Какой цвет больше нравится вам? В комплекте 2 книжки, инструкция подключения и гарантия обслуживания. В этой книжке очень ярко расписано, как произвести подключение. Конечно же, также инструкция будет и в этом видео. Можете также посмотреть тайм-коды. Все указал, чтобы вам было удобней отыскать. Также вот в этом маленьком отсеке находятся насадки. Открываем его. На гарнитуры одеты среднего размера. Это самые большие и самые маленькие. Я проверил уже, когда одеты средние, для моего уха они маловаты. Чтобы передавался насыщенный классный бас, необходимо в моем случае одеть максимальные. При этом они с легкостью будут вмещаться в кейс. Ну и теперь продолжаем знакомиться как с кейсом, так и с гарнитурой. Обратите внимание, что верхняя часть слегка приподнята. Именно в этой части указан логотип и название JLab. Открываем кейс, тянет магнит вниз. То есть легко он открываться сам не будет. Никаких защелок нет. Посмотрим, как она себя ведет. Здесь у нее свободное движение, но не скажу, что прям болтается. То есть такое тугое. Видим, что фиксируется. В этой части происходит фиксация. Крышка уже не двигается. Сейчас мы видим, как внутри уложены данные наушники. Опять же, свои первые впечатления говорю. Я думал, что гарнитура будет немножко меньше почему-то. Не знаю. Скажу так, когда смотришь на упаковку и ожидания, что ты видишь реально, то лучше. То есть ожидания были одни, а здесь еще эффектнее все смотрится. Видим, что
и гарнитура, и кейс одного цвета, но если присмотреться, то силиконовая часть, она слегка отличается. Естественно, добиться такого от пластика и в силиконе практически невозможно, сложно. Это два разных состава. В нижней части кейса, когда он открыт, виднеется, где левый, где правый. А вам не кажется ничего странным, ребят? Обратите внимание, что правый находится слева, а левый находится справа. Знаете, почему так? Потому что это то, что было в одном из других обзоров, что я говорил, не совсем удобно в бренде Motorola. Не совсем удобно брать эти наушники. Что сразу мне бросилось в глаза, что не совсем удобно расположение самой гарнитуры в кейсе. Например, если вы извлекаете левой рукой левый наушник, то вы не сможете сразу вложить его в ухо, нужно покрутить его. А здесь все это продумано, отлично. Вот это молодцы. Уделили деталям. Объясню почему. Если бы здесь лежал левый, то вам бы нужно было его вот так брать, а потом подумать, как же его правильно одеть. Ух ты, там еще и пломбы стоят. Это, кстати, очень важно, чтобы они не разряжались, и важно не забыть их снять. Давайте сделаем это, отклеиваем, и теперь можно пользоваться. Видно, что там тоже имеется дополнительно отверстие. Отметка, что это правый, и два магнитных таких медным цветом контакта. Так вот, о том, почему я очень рад, с какой стороны располагаются эти наушники, что правый находится слева, а левый справа. Все, опять же, логично. Левой рукой я беру левый наушник, и он уже нужной формы, чтобы просто его вложить в ушко и зацепить крючком. Одел левый, теперь беру правый наушник с этой стороны, он опять же удобной формы. Это очень здорово. Класс. Гарнитура смотрится реально очень эффектно. Внутри виднеется защищенный звуковой канал специальной сеткой. Давайте я сниму насадку, покажу вам. Вот, видите, как здесь все устроено. Практически незаметен внутренний драйвер, то есть динамик. Будет защищать от пыли, от влаги, или от попадания серы, естественно. Корпус наушников полностью выполнен из пластика. Вес одного наушника 7 грамм. Вес кейса без наушников 47 грамм. А если вернуть наушники в кейс, обратите внимание, как быстро они возвращаются. С легкостью, без всякой сложности занимают свою позицию. 60 грамм. Почему важно знать, легко ли их разместить в самом кейсе? Потому что, извлечь это одно дело, а иногда хочется по-быстренькому как-то укомплектовать. Скажем, вот так вот раз, бросил. И видно, что они прям просятся, магнит их подтягивает и становятся на зарядку. Обратите внимание, что когда происходит зарядка, то кейс подает индикацию о том, что наушники заряжаются. В нижней части, где располагается отверстие микрофона, там же располагаются и индикаторы. Если присмотреться, то слегка заметно, что временами появляется белым цветом индикатор. Причем отображается он одновременно, посмотрите. Для того, чтобы сделать первое сопряжение, необходимо просто извлечь наушники из кейса. Если мы кейс открываем, то на подключение это никак не влияет. Только когда происходит разъединение контактов от кейса. Извлекаем их. Так. И дальше нажимаем поиск в любом другом устройстве, где есть Bluetooth. То есть это не обязательно может быть смартфон, потому что они подключаются к планшетам, к смарт-часам, к ноутбукам, компьютерам, везде, где есть Bluetooth. Нажимаем «Сканировать» и сразу обнаружены JLab Go Air Sport. Нажимаем «Подключиться». Отображается заряд процентов. Они были заряжены на 70%. Поддерживает два вида кодеков SBC и AAC. Отлично. Закрепляю наушник возле петличного микрофона и проверяем на синхронизацию звука, есть ли какая-то задержка. Запускаем и смотрим. Задержка минимальная. Отлично. Теперь покажу, как происходит управление по сенсорной панели. Одиночное касание по левому или по правому наушнику, то есть это уменьшение или увеличение громкости. По правому увеличение, по левому уменьшение. Касаюсь, громкость увеличивается. Теперь этот уменьшается. Обратите внимание, что я прям так поглаживаю его, чтобы вот по логотипу прямо аж так проскользило хорошенько. Двойное нажатие по правому наушнику, раз-два, это пауза. Раз-два по левому наушнику вызывается голосовой помощник. Если нажать и удерживать, то происходит переключение на следующий трек или предыдущий.
По правому на следующий трек нажимаю и удерживаю. Переключение вперед. Нажимаю и удерживаю по левому. Переключение назад. Во время поступления звонка одиночным тапом по левому или по правому наушнику мы принимаем звонок. Но если необходимо отклонить вызов, посмотрите, я сейчас нажимаю и удерживаю 1 секунду. Происходит отклонение звонка. Все, человеку пошло, что я занят. Ну а тройным тапом по левому и по правому наушнику переключение эквалайзера. 1, 2, 3 и происходит переключение. Визуально это никак не видно, но это слышно. При включении и сопряжении слышен такой звуковой сигнал. Если в смартфоне отключить Bluetooth, но наушники не вернуть в кейс, то вы услышите такой звуковой сигнал. А также при переключении эквалайзера вы будете слышать звуковой сигнал. В первом режиме одиночный звуковой сигнал, во втором режиме двойное звуковое оповещение, в третьем режиме 3 звуковых оповещения. Отправляю один из наушников вот в такой вот специальный бокс к петличному микрофону и проверим качество звучания. Естественно, что лучший тест — это когда самостоятельно послушаешь звучание. Но как же я вам это смогу передать через видео? Никак. Поэтому делаю данный тест, чтобы вы могли понять, насколько они по звучанию громкие и что они хорошо передают и высокие, и низкие, и средние частоты. Богатый, объемный звук. Мне звучание очень нравится. Теперь протестируем микрофон. Так вы сейчас слышите звук, который поступает именно с микрофона тестируемой гарнитуры. Я говорю громко, теперь говорю обычно. Дорогие зрители канала Заградчики обзоры, всем привет! Как меня слышно? Проверю, какой микрофон сейчас задействован. Обычно есть же главный наушник. Шуршу справа, шуршу слева. Вы слышали, какой среагировал, ну а я после тестов проверю и тоже в этом убедюсь. Напомню, что каждый наушник может работать отдельно в монорежиме, то есть любой из них можно вернуть в кейс и одним продолжать пользоваться, и тогда звук будет идти уже в тот наушник, и микрофон будет использоваться именно в том наушнике. Вот так гарнитура сидит в ушах. Одевается легко, без всяких сложностей. Не испытываю никакого дискомфорта и могу сказать, что не ощущаешь их у себя на ушах. И стоит отметить, что, как я уже упомянул, что одел самые большие насадки. Я вот сейчас отключил звук, то я слышу, что происходит вокруг. Не скажу, что это полный вакуум. Благодаря тому, что крючок силиконовый, все держится комфортно, никаких сложностей не ощущаю. Управление происходит по касанию. И главное разобраться, запомнить, соответственно, к новым наушникам быстро привыкаешь и однозначно хорошо. На улице сейчас моросит дождь, но при этом никаких нету опасений, что что-то может навредить гарнитуре. Потому что у нее защита от влаги и пыли. И она не боится ни капель пота, ни брызг, ни чего-то другого. Я же вам еще не все рассказал. Например, версия Bluetooth по характеристикам 5.1. Это отличные современные параметры. А касательно размера кейса я им доволен, хотя вначале я был немножко под впечатлением. Его размеры достаточны, чтобы хранить наушники с крючками. С легкостью помещается в карман и без всяких сложностей переносить, ведь он плоский. Размеры не так важны, а то, что он плоский. Общее время автономности работы вместе с кейсом 32 часа. Зарядил кейс вместе с наушниками и забыл полностью о заряде на 32 часа непрерывной музыки. Если же гарнитуру использовать от одного заряда, вынув из кейса, то можно получить звук примерно на 50 или 60% заряда 8 часов непрерывного воспроизведения. Также встроенный аккумулятор в кейс способен зарядиться за 2 часа. Это по сути быстрая зарядка. 2 часа до 100%. И еще, я проверил их на дальность
Положил в комнате в уголку свой смартфон и пошел в самую дальнюю комнату, и сквозь множество стен сигнал примерно на 15 метрах стабильно работал, а в характеристиках от производителя заявлено до 20 метров, поэтому однозначно плюс. На момент обзора данные наушники стоят 1999 гривен со скидкой. Прежняя цена 2299. Возможно, что-то будет меняться, вдруг какого-то цвета не будет в наличии, не расстраивайтесь. Их можно приобрести на сайте Розетка, ссылка есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всегда можно узнать актуальную цену и... Ставьте лайк за труды, друзья. Рад был с вами поделиться обзором этой новинки. И ждите другие обзоры. Всем спасибо. Пока.